Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Снаружи я роскошная бизнес-леди в безупречном платье, а внутри хищница из другого мира, готова уничтожить любого, кто посмеет повысить на меня голос. И этот звонок был его главной ошибкой. Хотя, если честно, я до сих пор не понимаю, как очутилась здесь, в мире без смартфонов, интернета и нормального кофе. Но бизнес есть бизнес. Но начнем сначала, с настоящего начала. Не с того, как я проснулась на скамейке в Аркенте, а с того, кем я была до. Потому что без этого все остальное просто странная история о странной женщине. А с этим история о той, кто заслужила свое безумие честным трудом. Меня звали Алиса. В моем мире я была выпускницей престижной бизнес-школы, владелицей собственного стартапа, владелицей квартиры в центре города и кота по имени Марс. Кот — единственное, почему я скучаю серьезно. Квартиру переживу, стартап тем более, но Марс, он был рыжий, наглый и считал, что я его собственность. В каком-то смысле так и было, но по порядку. Я росла обычным ребенком. Ну как обычным? Если обычным считать девочку, которая в 7 лет организовала школьную биржу обмена наклейками и брала комиссию с каждой сделки, а в 10 перепродавала одноклассникам конфеты, купленные оптом. А в 14 написала первый бизнес-план — открытие школьного буфета со здоровым питанием. Директорша тогда посмотрела на план, на меня и сказала: «Ты будешь либо великим бизнесменом, либо великим мошенником. Особой разницы я не вижу». Я тоже не вижу. До сих пор. Бизнес-школа — это было серьезно. 2 года зубрежки, бесконечных ночей, презентаций перед инвесторами, которые смотрели на тебя как на забавную игрушку. Я научилась улыбаться в ответ на снисхождение и использовать его. Снисходительный человек расслаблен, а расслабленный человек не видит, как ты забираешь его рынок. Мой стартап назывался «Совместимость». Звучит как название брачного агентства, верно? Ирония судьбы. На самом деле это была платформа для оценки совместимости деловых партнеров. Психологическое профилирование, анализ поведенческих паттернов, модель конфликтов. Инвесторы вложились, пользователи подписались. Я вошла в рейтинг 30 до 30. 30 самых перспективных предпринимателей до 30 лет. Мама повесила статью на холодильник. Папа переспросил, не розыгрыш ли это. А брат, младший студент-лентяй, любимец судьбы, сказал: «Ну, наконец-то ты будешь зарабатывать больше, чем я трачу». Я заработала. Квартира в центре, с окнами на парк, с балконом, на котором Марс грелся на солнце. Годовой абонемент в фитнес-клуб, потому что сидячая работа убивает спину. Курс тхэквондо 10 лет с детства, потому что девочка, которая умеет давать сдачи, вырастает в женщину, которой не нужно бояться. 3 года бокса для реакции и год курсов самообороны, на всякий случай. Всякий случай наступил, только не так, как я ожидала. Вечер накануне был обычный, настолько обычным, что я помню его во всех деталях, потому что именно такие вечера потом вспоминаешь с тоской. Рутина, которая казалась скучной, а оказалась счастьем. Я работала допоздна. Обычное дело. Презентация для нового инвестора была назначена на завтра. И я проверяла каждую цифру, каждое слово. В моем мире презентация — это не текст, это битва. Ты выходишь к инвесторам, и у тебя есть 7 минут, чтобы убедить их дать тебе деньги. 7 минут. И либо ты получаешь финансирование, либо уходишь ни с чем. Я готовилась к этому как боксер перед боем. Только вместо перчаток слайды.
10 вечера. Сохранила файл, закрыла ноутбук. Марс мяукнул, требовал ужин. Я покормила Марса, налила себе вина и вышла на балкон. Город ночью. Огни, шум, движение. Где-то музыка из бара, где-то сирена, где-то смех. Обычный город. Я стояла на балконе, пила вино и думала о завтрашнем дне. О цифрах, о презентации, о том, что если инвестор скажет «да», я смогу расширить дело на 3 новых рынка. А если скажет «нет», я найду другого. Я всегда находила. Марс терся о мои ноги, я допила вино и пошла спать. Обычный вечер, обычная ночь, обычная жизнь. Ничто не предвещало. Как именно это произошло, я не знаю. Я помню, ложилась в кровать, закрыла глаза. Матрас, подушка, одеяло. Тишина, темнота. Марс свернулся у моих ног, как обычно. А дальше ничего. Пустота. Не темнота. Темнота — это что-то. А пустота — это ничего. Ни света, ни звука, ни ощущения тела, ни времени. Я не знала, сколько прошло. Секунда, час, вечность. Я не существовала, не думала, не чувствовала. Просто не была. Потом ощущение падения. Не физического, другого. Как будто меня вынули из одного места и вставили в другое, минуя промежуточное состояние. Не перемещение, а перезапись. Как файл, который скопировали на другой диск. И удар. Ощущение чего-то твердого под спиной. Холод, жесткость. Не матрас, камень или дерево. Что-то твердое и незнакомое. Я открыла глаза. Небо. Другое небо. Я знаю, это звучит безумно, другое небо, но небо было другим. Цвет тот же, голубой, облака похожие, но что-то было не так. Свет был другим, какой-то другого оттенка, как будто кто-то подкрутил настройки на фильтре, которые я не знала, что существует. Я села. Парковая скамейка, старая, деревянная, с облупленной краской. Подо мной гравий, вокруг деревья. Не такие, как дома. Другие. Похожие, но другие. Листья чуть другой формы, кора другого цвета. Детали, которые мозг замечает, а язык не может описать. Я посмотрела на себя. Платье. Не мое. Я его не узнала. Дорогое, это было видно сразу. Тонкая ткань, сложный крой, ручная вышивка. Платье, которое стоило больше, чем весь этот квартал. На ногах туфли. Тоже не мои. Ни сумки, ни телефона, ни документов, ни часов. А я никогда не выходила без часов. Ни Марса. Первое, что я подумала, не где я, а первое, что я подумала, где мой телефон. Потому что в 21 веке потеря телефона страшнее всего. Второе, где я? Я огляделась. Парк ухоженный, но старомодный. Дорожки из гравия, а не асфальта. Скамейки деревянные, а не пластиковые. Фонари газовые. Я видела такие только в музеях. И третий вопрос был «когда я?». Потому что где и когда — это разные вопросы. И когда было страшнее. Я встала. Ноги держали уже хорошо. Голова ясная. Лучше, чем я имела право ожидать. Я прошла через парк, вышла на улицу и застыла. Город, но не мой. Дома каменные, 3- и 4-этажные, с фасадами, которые я видела только на открытках с видами старой Европы. Улица, мощенная булыжником. По улице ехал я, моргнула. Экипаж, лошади, карета. Не автомобиль, не такси, карета. «Нет», — сказала я вслух, «не-не-не-не-не». Я стояла на тротуаре, мощенном, узком, и смотрела, как мимо проезжает карета. Затем еще одна, потом мальчик посыльный с тележкой, нагруженной ящиками. Никаких машин, светофоров, никаких дорожных знаков, никаких проводов, ни телефонных, ни электрических. Хотя
Я присмотрелась. На одном из домов провод, тонкий, натянутый между крышами. Телефонный или телеграфный? Не знаю. «Вы в порядке, мадам?» Ко мне обратился прохожий. Пожилой мужчина, вежливый, с тростью. «Да», — сказала я, — «скажите, какой это город?» Он посмотрел на меня странно. Не как на сумасшедшую, как на иностранку. «Аркент, мадам. Столица королевства Эльдор». «Аркент», — повторила я. «Элдор». Ни одно из этих названий я не слышала. Ни в одном учебнике, ни на одной карте их не было. Я знала географию прилично. Бизнес-школа требует. Их не существовало. Значит, я не в другом месте. Я в другом мире. Первые сутки выживания. Я действовала на автопилоте по алгоритму, который в моем мире назывался кризис-менеджмент. А здесь не паникуй и делай. Шаг первый. Оценка ресурсов. Что у меня есть? Платье. Дорогое. Это актив. Туфли модные, но неудобные. Это пассив. Тело здоровое. Это главный актив. Мозг перегруженный, но работающий. Это оружие. Денег ноль, документов ноль. Знакомых тоже ноль. Знание местных законов ноль. Знание местного языка, вот тут повезло. Они говорили на языке, который я понимала. Как будто язык был близким родственником того, на котором я говорила. Это спасло мне жизнь, буквально. Шаг второй. Оценка среды. Я прошла по улицам, медленно, наблюдая и запоминая. Город каменный, старомодный, но чистый. Люди вежливые, любопытные. Социальное расслоение очевидно. Аристократы в каретах, торговцы за прилавками, рабочие в мастерских. Иерархия строгая, видимая, по одежде, по манере говорить, по тому, кто кому кланяется. Технологии допотопные, но не первобытные. Газовые фонари, лошади, телеграф. Я заметила здание с вывеской «Телеграфная контора». На одном из домов телефонный провод. Значит, связь существует. Паровые машины? Я прислушалась. Из мастерской доносился стук. Ритмичный, механический. Может быть, паровой молот? Значит, есть промышленность. Есть техника. Ну, на уровне где-то конца 19-го, начала 20 века. Примерно. Экономика. Деньги, монеты и бумажные купюры. Я разглядела в лавке. Монеты медные и серебряные. Купюры с портретами каких-то бородатых мужчин. Валюта местная, курс непонятный. Мне нужно было заработать. Быстро. Шаг третий. Немедленное действие. Я зашла в трактир. Простой рабочий. Села за стол. Заказала. Хозяин толстый, бородатый, подозрительный, принес хлеб и похлебку. Я съела. Первый раз за сколько? За сутки? Я не знала. Еда была простой, но вкусной. Гораздо вкуснее, чем я ожидала. «Сколько?» – спросила я. Он назвал цену. Но у меня ничего не было. Трактирщик нахмурился. «Вы платить будете?» «У меня нет денег, но я могу отработать». «Отработать?» «Я могу помочь вам с расчетами, с записями, с организацией. Я бухгалтер, хороший бухгалтер». В моем мире я не была бухгалтером. Но бухгалтер – это слово, которое понимают, я думаю, в любом мире. Это человек, который считает деньги, а деньги считают везде. Трактирщик посмотрел на меня, на дорогое платье, на ухоженные руки и сказал: «Мне нужен кто-то, кто приведет в порядок счета. Они в ящике. Ящик не открывался 2 года. Дайте мне ваш ящик». Я разобрала его счета за 2 дня. 2 дня я навела порядок в хаосе, который копился несколько лет. Я нашла ошибки, выявила недостачи, построила систему учета, которую в моем мире освоила на 1 курсе. Трактирщик был в шоке. Он заплатил мне немного, но достаточно, чтобы я могла снять комнату и купить хлеба. Первые деньги в новом мире. В прошлой жизни я управляла компанией с оборотом в миллионы, а здесь разбирала счета трактирщика.
И знаете что? Принцип одинаковый. Цифры есть цифры. Люди есть люди. И те, и другие везде одинаковые. Первый месяц выживания. Я снимала каморку на чердаке. За гроши у старухи, которая сдавала комнаты и не задавала вопросов. Каморка была маленькая, кровать, стол, стул, окно. Мой мир сузился до этих 4 предметов. Но я не унывала. Уныние – роскошь, которую я не могла себе позволить. Днем работа. Я бралась за все. Счета, записи, переписка. Мое умение быстро считать и структурировать данные делало меня ценным работником. В мире, где большинство считало на пальцах и в столбик, я привыкла к электронным таблицам. Я переносила свои навыки на бумагу и поражала местных скоростью и точностью. Вечерами учеба. Я изучала этот мир так, как изучала рынок перед запуском стартапа. Читала газеты местные, на бумаге, пахнущей типографской краской. Ходила в библиотеку, бесплатную, публичную, с пыльными полками и сонным библиотекарем. Читала историю Элдора, законы, социальное устройство. Я впитывала информацию как губка. И я наблюдала. Наблюдала за людьми, за аристократами, за торговцами, за нищими. Я изучала их привычки, их манеру говорить, их социальные ритуалы. Кто кому кланяется, кто кому уступает дорогу. В моем мире это называлось культурный анализ. Здесь выживание. На второй месяц я поняла главное. Этот мир патриархальный. Женщина не человек. Женщина – это жена, дочь, сестра, не личность, не профессионал, не бизнесмен. В моем мире меня спрашивали, как вы совмещаете карьеру и личную жизнь, а здесь меня бы спросили, зачем вам карьера, если у вас нет мужа. Разница в формулировке. Суть та же. Женщина должна объяснять, почему она чего-то хочет. В обоих мирах. Но в моем мире хотя бы можно было ответить, потому что я так решила. Здесь такой ответ не работает. На 3-й месяц я нашла нишу. Брачное агентство. Звучит абсурдно, да, но я бизнес-леди. Я ищу рынки, где нет конкуренции, и захватываю их. А ниша была очевидна. В Элдоре браки аристократов заключались по принципу «договорились отцы за ужином». Невесту не спрашивали, жениха иногда. О совместимости не думали, о психологии не слышали. А о том, что брак – это партнерство, а не сделка по передаче собственности, даже не подозревали. Я открыла соцветие. Без капитала, без связей, без репутации. С одной идеей. Я буду подбирать партнеров не по росту и цвету глаз, а по психологической совместимости. Я буду составлять профили, как в моем мире составляла профили деловых партнеров. Я буду анализировать характеры, привычки, ценности. Я буду предсказывать конфликты до того, как они случатся. И я буду брать за это деньги. Первые клиенты пришли через полгода. Не аристократы, те смеялись. Средний класс. Торговцы, мастера, адвокаты. Люди, которые хотели хороших браков для своих детей, но не могли позволить себе светских свах. Я работала с ними. Серьезно, профессионально, с результатами. 3 первых брака и 3 успешных. Пошли сплетни. А сплетни – это бесплатная реклама. Через год ко мне пришли первые аристократы. Через 1,5 – первый министр. Через 2 – первый иностранный посол. А через 3 соцветие стало самым известным брачным агентством в Аркенте. А я – самой обсуждаемой женщиной в городе. Не самой богатой, не самой знатной, самой обсуждаемой. А бизнес-обсуждаемость – это капитал. Адаптировалась я на 4-й месяц. Не к миру. К миру я адаптируюсь до сих пор. К факту. К тому, что я здесь. Что возвращаться некуда. Что дверь, через которую я пришла, закрылась. Или ее не было, или она была, но я не знаю, где ее искать. Первые недели я еще ждала. Каждый вечер ложилась спать с мыслью, может, завтра проснусь дома. Каждое утро открывала глаза и видела потолок моей каморки.
ни мою квартиру, ни мой потолок, ни моего Марса у ног. На третий месяц я перестала ждать. Не потому, что потеряла надежду. Потому что я поняла, надежда – это пассивная стратегия. Она не кормит, не одевает, не платит за жилье. Надежда – это роскошь. А я кризис-менеджер. И это не надеяться, что все будет хорошо. А это значит делать так, чтобы все было хорошо, независимо от того, что будет. Я перестала думать о возвращении. Начала думать о настоящем. О том, что у меня есть. Мозги, навыки, здоровье, упрямство. И о том, чего нет. Документов, связей, репутации, понимания, где я и почему. Документы я решила. Придумала себе прошлое. Алиса, вдова иностранного дипломата, приехавшая в Элдор после смерти мужа. Вдова удобно. Объясняет отсутствие семьи, отсутствие документов, странности поведения. Местные сочувствовали, а сочувствие – бесплатный ресурс. Я его использовала. Связи строила. Каждого знакомого в записную книжку, каждую клиентку в базу, каждую сплетню в архив. Я строила сеть контактов так, как в своем мире строила клиентскую базу. Методично, без пропусков. Репутацию заработала не за неделю, не за месяц, за год. Каждый успешный брак – это рекомендация. Каждая предотвращенная катастрофа – это доверие. И каждое точное предсказание – это репутация. Я работала так, как работала всегда. На износ, на результат, на качество. 3 года. 3 года в чужом мире. 3 года без телефона, без интернета. 3 года, и я построила бизнес, заработала репутацию, нашла свое место. Не потому, что я особенная, а потому, что я упрямая. А упрямство – это единственное качество, которое работает в любом мире. Без исключений. И вот теперь, через 3 года после того, как я проснулась на скамейке в Аркенте, прекрасное вторничное утро, когда я пила свой 4-й кофе, зазвонил телефон. Ну, телефон – это, конечно, громко сказано. Трубка на стене, провода, треск, шипение. Позвонить как лотерея. Услышишь собеседника или нет. В тот день я услышала, но лучше бы не слышала. «Это агентство для богатеньких дурочек», – прохрипел мужской голос. И все началось. Я промолчала. Не от растерянности, а от профессиональной привычки. В прошлой жизни я проводила переговоры с инвестором, которые начинались с оскорблений. Первое правило – дай человеку выговориться. Он сам покажет свои слабые места. «Мне нужна жена», – продолжил голос. «Покорная, молодая, не слишком умная, чтобы знала свое место и не лезла в дела. Цена. Какая у вас такса?» Я написала на листочке. Покорная, не слишком умная, чтобы знала свое место. Прекрасно. Портрет клиента ясен без профайлинга. «Могу я узнать ваше имя?» – просила я голосом, от которого мои сотрудницы обычно начинали нервничать. Голосом я сейчас буду вежлива, и вам лучше испугаться. «Барон Краузе!» – рявкнул он так, что трубка завибрировала. «И слушайте внимательно, женщина, я не привык повторять». «Я тоже, барон. Поэтому скажу один раз. Мы не продаем людей. Мы подбираем партнеров. Это разные вещи». «Какие еще партнеры? Жена – это собственность, а вы торговки. И если ваши девчонки не найдут мне то, что нужно, я закрою вашу лавку. У меня связи». Он повесил трубку. Я аккуратно положила свою, посмотрела на листочек, посмотрела в окно, поправила платье и начала работать. 2 дня. Мне понадобилось 2 дня, чтобы собрать полную картину о бароне Краузе. В моем мире это заняло бы 2 часа. Пара запросов в базы данных, проверка кредитной истории, анализ соцсетей. Здесь приходилось работать ножками и ртом. К вечеру первого дня я знала.
Барон Краузе должен 17 ростовщикам, его поместье заложено дважды, а его связи – это один знакомый в городской страже и теща, которая его ненавидит. К вечеру второго дня об этом знал весь Аркент. Я не шантажировала, не угрожала, не подделывала документы. Я просто поговорила с людьми. С ростовщиками о том, что их должник вряд ли вернет деньги, учитывая его расходы. С деловыми партнерами о том, что барон закладывает одно имущество нескольким кредиторам. С его тещей, матерью покойной жены. Ну, с тещей я просто поболтала. Она сама мне все рассказала. Тещи, они такие. Результат – финансовая империя барона рухнула за одну ночь. Кредиторы описали даже его экипаж, роскошную карету с гербом, которая была единственным предметом его гордости. Из роскошного барона он превратился в посмешище. В тыкву, как язвительно заметила я за ужином. 3 года назад я проснулась на скамейке без копейки. Теперь я уничтожаю бароном одним телефонным звонком. Если бы кто-то сказал мне это тогда, я бы решила, что у меня тепловой удар. Хотя, может, он и был. Может, я все еще лежу на той скамейке. Но у каждого действия есть последствия. Я знала это. Я привыкла к этому в своем мире. Здесь последствия оказались интересные. После краха Крауза на следующий день в мою дверь вошел человек, которого я до этого видела только на портретах в газетах. Верховный судья Адриан Вольф приказал начать расследование против моего салона знакомств. Он был убежден, за таким влиянием стоит криминал. «У вас проблемы», — сказал мне мой адвокат. «У меня?» — я улыбнулась. «Нет, это у него будут проблемы. Он просто еще не знает». Верховный судья Адриан Вольф явился в соцветие через неделю после скандала с Краузе. Я его узнала сразу, потому что моя секретарша Лина влетела ко мне с лицом цвета простокваши и прошипела. «Там он, судья, лично!» После чего осела на стул и начала обмахиваться папкой. Я вышла в приемную. Он стоял посредине моей цветочной приемной, высокий, холодный, в безупречном черном сюртуке. Я видела его на портретах. Вживую он оказался еще эффектнее. «Лорд Вольф», я протянула руку. «Алиса, чем обязана?» Он не улыбнулся. Он вообще, кажется, не умел это делать. «Личная инспекция», — сказал он. «Прекрасно. Кофе?» «Нет». «Тогда сразу к делу?» Он кивнул. Я провела его в кабинет, маленький, но уютный, с моими любимыми полками книг. Села за стол. Адриан Вольф остался стоять. Он не сел, пока я не предложила. Второй раз. Мне это понравилось. Человек, который не садится без приглашения в чужом кабинете. Это человек, который привык контролировать пространство. «Прекрасно», — подумала я, — «мы оба контролируем пространство. Посмотрим, кто сильнее». Я была в элегантном деловом костюме, сшитом по моим эскизам, скопированным по памяти из журнала моего мира. Местные модницы сходили по таким фасонам с ума. Платье с завышенной талией, подчеркнутыми плечами, длиной до колена. Здесь это выглядело авангардом, и никто не знал, откуда я беру идеи. Пусть гадают. «Итак», — сказала я, — «что именно вас интересует?» «Все», — ответил Адриан. «Досье клиентов, финансовые отчеты, список сотрудников, методы работы». «Методы?» «Ходят слухи, что вы можете прочитать человека за 5 минут, что вы знаете о людях то, что они сами о себе не знают. Это звучит подозрительно». Я мысленно усмехнулась. В моем мире это называлось профайлинг и преподавалось на 2-м курсе. А здесь подозрительно. «Я наблюдательна», — сказала я вслух. «Это не запрещено законом?» Он не ответил. Вместо этого задал следующий вопрос и следующий, и следующий. 40 минут непрерывного допроса, в котором каждый вопрос был снабжен скрытым крючком.
Он пытался поймать меня на лжи, на противоречиях. Он был хорош, очень хорош. Но я была лучше. Каждый раз, когда он формулировал вопрос, я уже знала, куда он клонит. Я ловила его микровыражения. Легкое сужение глаз, когда он хотел поймать меня. Едва заметное напряжение челюсти, когда я уходила от ловушки. Я читала его язык тела, наклон корпуса, направление взгляда. Все то, чему меня учили на курсах профайлинга в другой жизни. Адриан Вольф за 20 лет судебной практики научился видеть ложь в любом человеке. Но впервые он столкнулся с тем, кто видел насквозь его самого. Он ушел, не найдя ни одной зацепки. Встал, застегнул сюртук, кивнул. У двери остановился. «Вы необычная женщина», — сказал он, без выражения, как констатацию факта. «Я слышала это и раньше», — ответила я. Он вышел. Лина влетела ко мне с круглыми глазами. «Он что-нибудь нашел?» «Нет, но он вернется». «Откуда вы знаете?» «Потому что он не моргнул ни разу за 40 минут. За 20 лет судебной практики он видел такое только у двух типов людей. У патологических лжецов и у тех, кому действительно нечего скрывать. Но был и третий вариант, который он встречал лишь однажды. У человека, который умнее его». Лина посмотрела на меня с ужасом. «Вы и есть этот третий вариант?» «Я брачная сваха, Лина. Просто очень хорошая. И ты даже не представляешь, насколько. Хотя он, кажется, начинает», — подумала я про себя. Он вернулся через 3 дня с ордером. «Полный доступ к архивам», — объявил Адриан, положив на мой стол бумагу с печатью суда. «Все досье, без исключений». Я посмотрела на ордер, посмотрела на него, улыбнулась. «Разумеется, располагайтесь. Мой архив — это мой шедевр. В прошлой жизни я бы организовала его в электронной базе данных с перекрестными ссылками и автоматическим поиском. Здесь приходилось обходиться бумагой. Но бумагой, организованной так, что местные ломали голову. Папки были пронумерованы сложной системой кодов, которую я адаптировала из шифра, известного в моем мире, но здесь неслыханного. Перекрестные ссылки вели из одного раздела в другой, а ключевые документы были зашифрованы методом, который я придумала сама на 2-м месяце жизни в этом мире, сидя в съемной каморке и мечтая о нормальном компьютере. Без ключа и без понимания логики системы расшифровать архив было невозможно, а ключ знала только я. Адриан открыл первую папку, посмотрел, перевернул страницу, посмотрел еще раз, потом посмотрел на меня. «Что это?» «Досье на клиента. Граф де Лорен, 42 года, ищет вторую жену после развода. Раздел «Психологический профиль» на странице 3». Он перешел на страницу 3, прочитал, поднял голову. «Склонен к контролирующему поведению. Выраженные нарциссические черты, низкая толерантность к фрустрации, рекомендация подбор партнера с высоким уровнем ассертивности и независимой профессиональной деятельностью». «Проблема?» Я подняла бровь. «Я не понимаю половину слов». «Это потому, что я придумала терминологию. В вашем языке нет точных аналогов. Хотите, переведу?» «Я хочу, чтобы вы объяснили, откуда у свахи система, которая выглядит как...» «Как разведывательное бюро?» — подсказала я. «Именно». «Я не брачное агентство, лорд Вольф. Вернее, не только. Я агентство, которое защищает женщин. Я составляю психологические профили каждого клиента и каждой кандидатки, чтобы предотвратить браки, основанные на мошенничестве, насилии и скрытых патологиях. В вашем мире это почему-то никого не интересует.
Меня интересует. Он молчал долго. «Расшифруйте архив», — наконец сказал он. «Это займет время». «Сколько?» «Зависит от того, насколько быстро вы учитесь». Он нахмурился, потом едва заметно улыбнулся. Я мысленно поставила галочку. Улыбается, когда ему бросают вызов. Редкое качество для человека его положения. «Я быстро учусь», — сказал он. «Тогда садитесь ближе». Второе правило профайлинга: чтобы понять человека, нужно работать с ним рядом. Не напротив, а рядом, плечом к плечу. Когда вы сидите рядом, вы видите то, что человек не показывает лицом. Как напрягаются его руки, как меняется дыхание, как он думает. Адриан сел рядом. Наш стол был маленьким, я специально выбрала такой. Мы просидели часа 4. Я объясняла систему кодов, он задавал вопросы. Я показывала, как читать перекрестные ссылки. Он следил за моими руками, перелистывая страницы. Наши локти соприкасались. Он каждый раз напрягался на долю секунды, но я замечала. Мы изучали дела аристократии, граф де Лорен, который запирал жену в доме, маркиз Эльтон, который проиграл 3 состояния и искал богатую невесту, чтобы покрыть долги. Герцогиня Клэр, которая выходила замуж 4-й раз. Каждый ее муж умирал при странных обстоятельствах. «Вы знали о герцогине Клэр?» – спросил Адриан, прочитав досье. Я подозревала, но не могла доказать, поэтому я отклонила ее заявку на поиск 5-го мужа. Она была в ярости. «Вы не сообщили в полицию?» «Полицию? Лорд Вольф, в вашем мире женщина, которая заявляет на мужа, рискует потерять репутацию. А женщина, которая заявляет на герцогиню, у которой умерло 4 мужа, рискует потерять свободу, потому что ее обвинят в клевете. Я не могла пойти в полицию. Я могла только не дать ей найти очередную жертву». Он долго смотрел на меня, потом сказал тихо, почти шепотом: «Вы не преступница». «Я знаю. Я рада, что вы тоже это поняли». «Но вы необычная бизнес-леди». «А кто обычный?» Он не ответил, но в тот вечер, уходя, задержался у двери дольше обычного. Если бы мои инвесторы из прошлой жизни увидели, во что превратился их продукт, хотя нет, они бы гордились. Я, наконец, нашла идеальный рынок, без конкуренции. Правда, с придирчивым судебным надзирателем, но это можно пережить. Через неделю Адриан пригласил меня сопровождать его в здание суда. Он хотел показать мне дело одного из клиентов соцветия. Граф де Лорен был обвинен в мошенничестве, и Адриан считал, что мой архив может помочь разобраться. Я согласилась, не потому что хотела помочь суду, а потому что здание суда – это сердце системы, и если я хочу понимать этот мир, мне нужно увидеть его изнутри. Здание суда Аркента было огромным, серым и угрюмым. Мы вошли в зал заседаний. Высокие потолки, окна с цветными витражами. За столом защиты сидел адвокат де Лорена, нервный тип с бегающими глазками. На скамье подсудимых сам граф, бледный и надменный. И рядом с ним еще один человек, которого я не знала. Я заметила его сразу. Профайлинг – это не только чтение лиц. Это чтение контекста. И контекст был неправильный. Незнакомец сидел слишком прямо, слишком напряженно. Его руки были спрятаны под столом. Его глаза бегали, не как у адвоката, а иначе, оценивая расстояние, проверяя позиции охраны, считая секунды. Я тронула Адриана за локоть. «Кто это рядом с де Лореном?» «Его брат, Марк де Лорен, а что?» «Он вооружен». Адриан посмотрел на меня. Я видела, как он оценивает мою уверенность. В моем мире охрана проверила бы каждого, а здесь... «Откуда вы?» – начал он и не договорил. Марк де Лорен вскочил. Его рука метнулась из-под стола, блеснуло лезвие. Не нож, что-то тоньше, острее. Он бросился на Адриана.
Все произошло за 3 секунды. Первая секунда я шагнула вперед, не подумала даже. Тело сработало раньше головы. 10 лет тхэквондо в прошлой жизни, 3 года бокса, год курсов самообороны. В той жизни это было хобби, а в этой оказалось самым полезным навыком после умения варить кофе. Вторая секунда. Мой правый кулак встретил его запястье. Точно, хирургически. Лезвие отлетело в сторону и зазвенело о мраморный пол. Марк де Лорен замер от шока. Он не ожидал сопротивления, тем более от женщины. Третья секунда. Бросок через бедро. Классический из базовой программы. Его тело перевалилось через мое бедро и ударилось о пол с глухим звуком. Я зафиксировала руку. Он не мог пошевелиться. Зал суда замер. Тишина абсолютная, оглушающая. Секретари, судебные приставы, адвокаты – все смотрели на хрупкую женщину в элегантном платье, которая только что уложила вооруженного преступника за 3 секунды. Я выпрямилась, поправила платье, посмотрела на Адриана. Он стоял не в силах пошевелиться. Не от страха, а от шока. Верховный судья, человек, который отправил за решетку сотни преступников, и только что его спасла брачная сваха. «Где вы этому научились?» — хрипло спросил он. Я посмотрела на него, на его расширенные глаза, на орущего адвоката де Лорена и ответила с легкой улыбкой. «В другом мире, Ваша честь». Марка де Лорена увели, зал постепенно ожил. Адриан подошел ко мне ближе, чем следовало. «Вы могли бы убить его?» «Могла бы, но не стала. Я не убиваю людей, лорд Вольф. Я их читаю». «И откуда вы умеете читать?» «Я же сказала, из другого мира». Он посмотрел на меня долго, так как смотрят на человека, которого не могут понять, но очень хотят. Потом сказал: «Мне нужно с вами поговорить. Не здесь и не как судья с подозреваемой». «А как?» «Как человек с человеком». И в тот момент я поняла. Он перестал видеть во мне подозреваемую. Он начал видеть меня. И это было опаснее любого лезвия. Разговор состоялся в тот же вечер, в небольшом кафе рядом с судом. Местное кафе – это 3 столика, запах пережаренного масла и кофе, который по вкусу напоминал смесь дегтя и отчаяния. Но Адриан, кажется, не замечал обстановки. Он смотрел только на меня. «Я хочу предложить вам сделку», — сказал он. «Я слушаю». «Есть дело, которое я не могу раскрыть уже 2 года. Теневая сеть шантажистов. Они используют фиктивные браки для вымогательства денег у министров». Он рассказал схему. Привлекательные молодые женщины заключают браки с влиятельными чиновниками. Потом сообщники шантажируют министров угрозой публичного скандала. Требуют денег за молчание. Сеть работает идеально. Ни одна жертва не обращается в полицию из страха разоблачения. «Я не могу пробить эту организацию», — признался Адриан. «У меня нет людей, способных внедриться в систему бракосочетаний. Вы единственная, кто знает этот мир изнутри». «Что вы предлагаете?» «Совместное расследование. Вы помогаете мне с информацией, я обеспечиваю юридическую защиту и полномочия». «Мои условия», — сказала я, — «полный доступ к судебным архивам, неприкосновенность для моих сотрудников, и вы не лезете в мои методы». «Ваши методы — это что, наблюдение, психология?» «Психология, анализ данных, понимание человеческой природы. В вашем мире это считается подозрительным. В моем – базовыми навыками». «Согласен». Мы стали напарниками, и я начала работать. В моем мире я бы построила графики связей в таблице, загрузила бы данные в программу анализа и получила результат. Здесь приходилось переносить все на бумагу. Я рисовала схемы от руки. Кружочки, стрелочки, линии связей. Адриан смотрел на это с выражением человека,
который увидел незнакомый язык. «Что это?» – спросил он, глядя на мой рисунок. «Карта связей. Каждый кружочек – человек. Каждая линия – отношения между ними. Жирная линия – финансовая связь. Пунктиром – личная. Красная – конфликт». «Вы рисуете карту людей?» «Я строю модель их поведения. Смотрите, вот министр финансов, вот его жена, вот человек, который познакомил их. Этот человек также связан с тремя другими министрами. Каждый раз одна и та же схема. Знакомство, брак, скандал, деньги. Это не совпадение, это система». Адриан молчал. Потом тихо сказал: «Я 2 года пытался увидеть то, что вы нарисовали за один вечер». «Вы пытались видеть преступление. Я вижу паттерн. Разница в подходе». Мы работали каждый вечер. Я анализировала, он проверял. Я строила профили, он находил подтверждения в судебных архивах. Постепенно из хаоса данных вырисовывалась фигура. Лидер шантажистов. Загадочный Маркус Вейн. Человек, которого никто не видел, но чьи руки были везде. «Вейн не имя», — сказала я однажды вечером, раскладывая свои карты на столе. «Это бренд. За ним стоит человек, который понимает психологию не хуже меня, но использует ее для разрушения, а не для защиты». «Вы его уважаете?» — спросил Адриан. «Нет, я его изучаю. Уважение — роскошь, которую я оставляю для достойных». «А я достойный?» «Вы любопытный. Это лучше». Слежка привела нас в элитное подпольное казино «Золотой лев». Место, где аристократы проигрывали состояние, а Маркус Вейн вербовал новых жертв. План был прост. Я вхожу под прикрытием, как богатая вдова, ищущая развлечений. Адриан с командой судебной стражи блокирует все выходы. «Вы уверены, что справитесь?» – спросил Адриан. «Я 3 года строила бизнес в чужом мире, без единого знакомого. Справлюсь из казино». «Вы не боитесь?» «Я всегда боюсь, но я делаю, несмотря на страх. Это называется мужество. В моем мире этому учат на бизнес-тренингах, в вашем — на военной службе. Разница только в форме». Вечер операции. Я стояла перед зеркалом в своей квартире и смотрела на свое отражение. Вечернее платье, снова моего дизайна. На шее ожерелье из местных камней. Я выглядела как женщина, которая пришла выиграть, потому что я ею и была. «Золотой лев» располагался в подвале роскошного особняка на Аристократической улице. Вход по приглашениям. Приглашение мне достала одна из моих клиенток, которая оказалась завсегдатаем. Я вошла. Подвал был превращен в зал. Бархатные стены, хрустальные люстры, карточные столы, мужчины в смокингах, женщины в вечерних платьях. Все как в фильмах о довоенной Европе. Только здесь это была не реконструкция, это была реальность. Я села за стол покера. Напротив меня Маркус Вейн. Я узнала его сразу, хотя видела впервые. Мой профиль был точен, высокий, худой, с лицом хищника и глазами, которые оценивали все и всех. Он улыбался, легко, обаятельно, той улыбкой, которая заставляет людей доверять. Я улыбалась в ответ, той, которая заставляет людей раскрываться. Мы играли. И здесь мое преимущество было не в картах, а в знании, которое я принесла из другого мира. Теория игр, техника подсчета карт, чтение микровыражений. В моем мире это преподавали на 1 курсе бизнес-школы, как базовый навык переговоров. Здесь это было сродни сверхспособности. Вейн проигрывал. Сначала небольшие суммы, потом крупные. Его улыбка становилась все жестче, глаза холоднее. «Вы играете необычно», — сказал он, бросая карты. «Я все делаю необычно», — ответила я. «Кто вас учил?»
один профессор в очень далеком месте. Он пригласил меня в приватный зал для серьезной игры. Именно туда, куда мне и нужно. Я кивнула, и под столом, незаметно для всех, коснулась браслета на запястье. Условный сигнал Адриану. А через 3 минуты двери казино разлетелись. Судебная стража ворвалась в зал. Адриан первым, с лицом человека, который лично выбивает двери, а не стоит за спинами подчиненных. Посетители в панике, крупье мечутся, кто-то кричит. Адриан блокирует выходы, его люди задерживают персонал. Но Вейн успел сбежать через тайный ход за барной стойкой, который не было в наших планах. Я видела, как он исчез в темноте коридора и поняла, теперь он знает, кто его сдал. «Ушел», — сказал Адриан, — «через тайный ход». Я видела, но мы получили главное. Что? Я видела его лицо, когда он уходил. Он испуган, а испуганный человек делает ошибки. А ошибки — это то, что нам нужно. Адриан посмотрел на меня, потом на мое платье, на браслет сигнальной связи. Вы рисковали жизнью. Я рискую жизнью каждый день, когда пью местный кофе. Казино — это меньшая опасность. В той жизни я прочитала книгу о подсчете карт ради шутки. Кто знал, что это пригодится? Хотя нет, это не карты спасли мне жизнь. Это Адриан, который в этот момент выбил дверь ногой. Но карты тоже помогли. Казино «Золотой лев» осталось позади. Вейн ушел, растворился в темноте, как дым. Его люди рассеялись по городу до того, как судебная стража надела наручники на последнего крупье. Операция была успешна и формально, но формально не значит реально, потому что главного мы не получили. Вейн был на свободе. Адриан проводил меня до агентства той ночью. Молча, напряженно, держа меня под локоть крепче, чем нужно. У двери я остановилась. «Спасибо, лорд Вольф, дальше я сама. Я провожу вас до квартиры». «Не нужно. Мне нужно побыть одной». «Будьте осторожны». «Я всегда осторожна. Это мое второе имя после упряма». Он ушел, я закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и закрыла глаза. Вейн видел мое лицо. Он знает, кто я. Он знает, что я работаю с судьей. И он умеет ждать. В моем мире таких людей называли хищниками, которые не бросаются сразу. Они следят, изучают, выбирают момент и только потом нападают. У меня есть несколько дней, может, неделя, но не больше. Первый знак появился на третий день. Я вышла из агентства после полудня по делам к портнихе. Обычный маршрут, обычный день. Кроме человека за спиной. Я заметила его не сразу. Вернее, не глазами, а телом. 3 года в чужом мире научили меня тому, чему в моем мире учили на курсах самообороны. Чувствуй, когда на тебя смотрят. Шея напрягается, между лопатками появляется холодок. Это не мистика, это эволюция. Тысячелетия выживания научили человеческое тело распознавать чужой взгляд раньше, чем мозг успевает его осознать. Я повернула голову быстро, случайно, как будто проверила, не упала ли лента со шляпки. Мужчина, средний рост, серое пальто, низко надвинутая шляпа. Он смотрел на витрину табачной лавки. Слишком заинтересованно. Ладно, может, совпадение. Может, он просто любит табак. Бывает. Но я не верю в совпадение. В моем мире совпадение – это закономерность, которую ты еще не вычислил. Я продолжила путь. Сделала крюк через рынок, через сквер. Он шел за мной. Не бежал, не торопился. Держал дистанцию в 20 шагов. Профессионал. Я свернула в переулок и прижалась к стене. Считаю. 1, 2, 3. Он прошел мимо, не остановился. Не повернул головы. Просто пошел дальше. Как человек, у которого есть дела в этом направлении. Настоящий профессионал. Любитель остановился бы и начал озираться. Хорошо, значит, Вейн уже работает. Но не нападает, изучает. Мои привычки, мои контакты. Это подготовка. К чему? Пока не ясно.
Но ясно одно, у меня мало времени. Я вернулась в агентство, вызвала Лину. «Лина, мне нужна информация. Кто-то следит за мной. Мне нужно знать, только ли за мной или за агентством тоже». «Как вы поняли, что следят?» — побледнела Лина. «Потому что я параноик, и это полезная черта». К вечеру Лина принесла новости. Ее сеть, а у хорошей секретарши есть сеть из посыльных, торговок и знакомых лакеев, подтвердила. За агентством наблюдают. Двое. Сменяются каждые 4 часа. Один на углу у табачной лавки, другой на скамейке в сквере напротив. «Они просто сидят», — сказала Алина. «Не пытаются проникнуть. Наблюдают, записывают, кто приходит, кто уходит. Классическая слежка». «Что будем делать?» «Пока ничего. Если мы их спугнем, Вейн пришлет других. А этих мы уже не вычислим. Пусть смотрят. Мы будем знать, что они смотрят, а они не будут знать, что мы знаем. Информационное преимущество». На 5-й день я заметила другого человека. Он следил уже не за мной, за Адрианом. Я пришла к зданию суда и увидела его. Молодой парень в потертом пиджаке, который курил у фонарного столба. На подсудимого не похож. Этот был спокоен. Слишком спокоен для человека, который стоял у столба уже полчаса. Я знала, потому что пришла раньше назначенного времени и наблюдала из-за угла. В здании суда я рассказала Адриану. «За вами следят», — сказала я. «Молодой парень. Потертый пиджак, не двигается, не курит, просто держит сигарету для прикрытия». Адриан подошел к окну, выглянул осторожно из-за шторы. «Вижу. Я заметил его вчера, думал, журналист». «Не журналист. Журналист меняет позицию, ищет ракурс, а этот стоит на месте. Он фиксирует, кто входит, кто выходит. Вейн расширил сеть». «Он знает, что мы работаем вместе». «Разумеется. Его люди видели нас в казино. И видели, как мы приезжаем друг к другу. Видели, как я приходила в суд. Для человека с мозгами Вейна этого достаточно». «Что предлагаете?» «Пока терпеть. Он не нападает, потому что не уверен, что готов. Вейн — хищник, который ждет идеального момента, пока он собирает информацию, но рано или поздно он ее соберет, и тогда...» «И тогда...» «Тогда нам нужно быть готовыми. У меня есть конспиративная квартира. О ней никто не знает. На всякий случай запомните адрес. Улица Цветочников, дом 12, верхний этаж. Ключ под горшком у двери». «Улица Цветочников?» Он невесело усмехнулся. «Романтично». Я снимала ее год назад, когда думала, что мне придется прятаться от кредиторов, от разгневанного мужа клиентки, но не с человеком, в которого влюбляюсь. Это вырвалось неконтролируемо, как чих. Я сказала и застыла. А Адриан смотрел на меня молча, долго. «Вы сказали, влюбляюсь?» Я оговорилась. «Вы не оговариваетесь. Я видел, как вы работаете. Вы контролируете каждое слово». Значит, я устала контролировать. Со всеми бывает, даже с попаданками из другого мира. Он не улыбнулся, но его глаза стали другими, теплее, открытие, как будто он снял маску, которую носил 20 лет. «Я тоже», — сказал он тихо. «Тоже что?» «Тоже устал контролировать». «Адриан», — я назвала его по имени, впервые, без титула, без формальностей. «Нам нужно быть осторожными». «Я знаю». «Я говорю не о Вейне». «Я знаю». На 6-й день слежка усилилась. Теперь за мной следили двое, не один. Второй появился после того, как первый потерял меня на рынке. Вейн, очевидно, решил, что один человек недостаточно. Правильно решил. Я бы тоже так решила. Умный враг самый опасный. Я начала менять маршруты. Каждый день новый путь до агентства. Каждый раз разное время выхода. Я использовала приемы контрслежки, которыми научилась в своем мире на курсах безопасности. Остановка у витрины, внезапные повороты, заходы в магазины с 2 выходами. Базовые навыки. Но они здесь давали мне преимущество,
потому что местные о такой технике не слышали. На 7-й день Линна сообщила. Один из наблюдателей приходил к соседней лавке и расспрашивал торговца обо мне. Когда я прихожу, кто я, с кем встречаюсь, сколько людей у меня работает. Торговец, болтливый старик, рассказал все, что знал. К счастью, знал он немного, но тенденция была неприятной. «Они собирают данные», — сказала я Адриану вечером, когда мы встретились в кафе. «Мой маршрут, мои привычки. Скоро у них будет полная картина». «Мои люди тоже замечают слежку», — ответил Адриан. «2 у суда, 1 у моего дома. Они меняются каждые 6 часов». Регулярная смена — это организованная слежка. Вейн не экономит на людях. Значит, он серьезно настроен. Чего он хочет? Информации. А потом изоляции. Он хочет знать, когда мы уязвимы, когда мы одни, когда мы вместе и без охраны. Он выбирает момент. Мы можем обратиться в городскую стражу. Можем. Но Вейн контролирует половину стражи. Вы сами мне это говорили. Пока он не сделал ничего противозаконного, слежка не преступление. Стоять на улице не нарушение. Расспрашивать соседей не запрещено. Он играет тонко. Тогда что? Ждать, готовиться. И когда он сделает ход, быть на шаг впереди. На 10-й день все изменилось. Утро началось обычно. Я проснулась в своей квартире, сварила кофе. Местный, отвратительный, привычный. Оделась, собралась на работу. Ничего необычного. Кроме одного. Наблюдатель у агентства исчез. Я заметила это сразу. Место на скамейке в сквере было пустым. Угол у табачной лавки свободен. Ни одного знакомого лица. Они ушли. Почему? За 10 дней ни одного пропуска и вдруг исчезли. Это не случайность. Это сигнал. Они закончили сбор данных. Вейн знает все, что ему нужно. Следующий этап не наблюдение. Следующий этап – действие. Я позвонила Адриану. Трубка долго гудела. Потом его голос, напряженный. «Да». Наблюдатели исчезли. Все. И у агентства, и у суда? У суда тоже. С утра никого. Это начало. Он готовится к активной фазе. Где вы будете сегодня? В суде. Заседание в 11. Не ходите. Адриан, слушайте меня. Вейн убрал слежку не потому, что передумал, а потому, что перешел к действию. Если он знает ваш маршрут, а он знает, суд может стать ловушкой. Вы преувеличиваете. Я никогда не преувеличиваю. Я анализирую. В моем мире это называется оценка угрозы. Если я преувеличиваю, мы потеряем полдня. А если я права, вы потеряете жизнь. Логика простая. Что вы предлагаете? Встретимся. Ни в суде, ни в агентстве. Нейтральное место. Выберем вместе и обсудим план. Где? Улица Цветочников. Ваша конспиративная квартира? Да, никто о ней не знает. Даже мои сотрудницы, только вы. Почему только я? Потому что вы единственный, кому я доверяю. В 2 мирах. Он повесил трубку, и я знала. Он приедет. Адриан приехал к вечеру. Я ждала его в квартире на улице Цветочников. Я успела принести бумаги, карты, свои профили, все, что могло понадобиться для планирования. Он вошел, напряженный, собранный, в гражданском. Я впервые видела его без форменной одежды. В простой рубашке и пиджаке он выглядел человечнее. «Дорога была свободной?» – спросила я. Я сделал крюк. Через порт, через рынок. Если кто-то и был за мной, он потерял меня. «Хорошо, садитесь. У нас есть проблема». Я разложила на столе свои записи. За 10 дней слежки я собрала достаточно данных, чтобы понять логику Вейна. Его люди работали по графику. Четкие позиции, профессиональная дисциплина. Это означало, что у него организация. Не 1-2 громилы, сеть. Люди, деньги, планирование. «Вейн не будет действовать сам», — сказала я. «Он пошлет людей. Вероятно, вечером или ночью. Когда мы разделены. Он знает, что поодиночке мы уязвимы, а вместе нет». «Тогда мы не должны разделяться», — сказал Адриан. «Не должны.
Но мы не можем сидеть в этой квартире вечно. У нас есть дела, обстоятельства, есть... Есть Вейн, который наверняка знает, что вы существуете, и наверняка предполагает, что у вас есть безопасное место. Вопрос, найдет ли он его? Не найдет. Квартира снята на чужое имя, через подставное лицо. В моем мире это называется операционная безопасность. А здесь бессмысленная паранойя. Но пока паранойя себя оправдывает. Вы планировали это заранее? Он смотрел на меня с выражением, которое я уже научилась узнавать. Восхищение, смешанное с легким страхом. Я попаданка из мира, где люди хранили пароли от банков в телефонах, а телефоны теряли каждую неделю. Я привыкла к тому, что безопасность– это не система, это привычка. Мы работали до темноты, обсуждали варианты, строили планы, оценивали риски. Я рисовала схемы, маршруты, точки, зоны. Адриан дополнял. Вместе мы были эффективны, более эффективны, чем поодиночке. «Нужно уходить», — сказал Адриан, посмотрев в окно. «Если мы останемся здесь до утра, возникнут вопросы». «Кому?» «Ко мне, к вам, к нам обоим». «Пусть спрашивают. Мы работаем над делом». «Дело — это одно, а ночь вдвоем в квартире — другое. В этом мире репутация женщины...» «Лорд Вольф, я 3 года строила репутацию в обществе, где женщина без мужа подозрительная особа. Я пережила слухи, сплетни и одну попытку отлучения от приличного общества. Ваше беспокойство о моей репутации трогательно, но излишне». «Я беспокоюсь не о репутации, А о чем? а о вас». Ладно, сказала я, пора, идемте. Я провожу вас до главной улицы, потом вернусь. Вы не пойдете одна. Я ходила одна 3 года. 3 года за вами не охотился Маркус Вейн. Спорить не хотелось, потому что он был прав. Мы вышли из дома. Ночь темная, безлунная, с ветром, который гнал по переулкам мусор и листву. Улица Цветочников была пуста. Фонарь один на углу, и его света хватало на 3 метра. Мы пошли быстро. Адриан рядом. Он не держал меня за руку, но шел так близко, что я чувствовала каждый его шаг. Мы прошли 2 квартала. 3. Поворот на торговую улицу, широкую, светлую, с фонарями. Здесь было безопаснее, здесь были люди. Я расслабилась на секунду. Потом услышала шаги за нами. Не один, несколько. Тяжелые, быстрые, синхронные. «Андриан, это за нами!» Он не обернулся. 3, сказал он тихо, может 4. Дистанция 30 метров. Сокращается. Они знали, что мы здесь. Как? Квартира? Невозможно, никто не знал. Кроме меня. Меня вычислили. Они проследили за мной. Я думал, оторвался. Я ошибся. Мы разберемся с этим потом. Сейчас бежим. Мы побежали. Я в платье и туфлях, которые не были предназначены для бега. Адриан рядом, держа меня за руку. Его хватка была железной. Он скорее унес бы меня, чем отпустил. Шаги за спиной ускорились. Теперь я слышала отчетливо 4 пары ног. Вейн послал 4. Это была не слежка. Это была охота. «Направо!» – скомандовала я. Мы свернули в переулок. Я знала этот район. 3 года назад, когда только появилась в Аркенте, я жила в этом квартале. Я знала каждый поворот, каждый проем, каждую калитку. Через двор я толкнула калитку. Она была открыта, как всегда. Хозяин дома, господин Бэр, вечно забывал ее запирать. Мы пересекли двор. Белье хлестало по лицу. За спиной топот. Они вошли во двор. «Сюда!» Я нырнула в проем между домами. Узкий, плечи Адриана едва прошли. Камни царапали руки, платье рвалось. Я мысленно попрощалась с ним, а оно было обречено. «Откуда вы знаете этот город так хорошо?» Адриан дышал тяжело, но не останавливался. Я 3 года ходила здесь пешком. От лавки к лавке, от клиента к клиенту. Местные аристократки не ходили пешком, ездили в каретах. Поэтому никто из них не знает город, а я знаю. Каждый переулок, каждый двор, каждую арку. Вы составляли карту? В моем мире это называется изучением маршрутов эвакуации. А здесь странное хобби одинокой женщины.
Местные думали, что я сумасшедшая. Я не спорила. Мы выскочили на другую улицу. Стоп. Я прижала Адриана к стене. Тихо. Слушайте. Шаги. Но другие, тяжелые, неспешные. Патруль городской стражи. Я знала их маршрут. Каждые 40 минут по этой улице. Если нас увидят, Адриан, судья с безупречной репутацией, и я, женщина в разорванном платье, бегущая по ночному городу, будут вопросы, много вопросов. И Вейн узнает, где мы. Адриан прижал меня к себе. Для защиты. Его тело закрыло меня от света фонаря, который патруль нес перед собой. «Не дышите», – прошептал он мне. «Я стараюсь». Патруль прошел, не заметил. Потом снова тишина. Погоня нас потеряла. Пока. Мы стояли в темноте, прижавшись друг к другу, и оба делали вид, что это только ради безопасности. «Кажется, ушли», – прошептала я. «Кажется», – прошептал он. «Мне отойти?» «Если хотите». «Я не хочу». «Тогда не надо». Мы вернулись в квартиру на улице Цветочников. Другого выхода не было. Идти в мои обычные места означало идти прямо в руки Вейна. В маленькой комнате с задернутыми шторами и запертой дверью мы были в безопасности. Пока. «Нужно обработать руку», — сказал Адриан, глядя на мою ладонь. Я ободрала ее, когда лезла через проем между домами. Ерунда. В моем мире я каждый раз обдирала колени на тренировках. Это... Сядь. Он не просил, он сказал. Достал из кармана платок, нашел в моих запасах бутылек с настойкой. Я держала в квартире аптечку и начал обрабатывать рану. Его руки были осторожными, нежными. «Больно?» – спросил он. «Нет, вы лжете. Я бизнес-леди, ложь – часть профессии. Не со мной. Со мной не лгите». «Хорошо. Больно. Немного». «Вот так честнее». «Алиса, я должен вам кое-что сказать». «Слушаю». «Я не знаю, откуда вы. Я не знаю, что означает половина слов, которые вы говорите. Я не понимаю, как женщина, которая 3 года назад появилась в этом городе без документов и связей, может знать то, что знаете вы. Я не понимаю этого и не прошу объяснить». «Потому что...» «Потому что когда-нибудь вы расскажете сами. А пока я хочу сказать другое». «Какое?» «Я никогда не встречал никого похожего на вас. И мне все равно, откуда вы. Мне важно, что вы здесь». Я нарушила правило первой. Правило, которое установила для себя 3 года назад, когда проснулась на скамейке в чужом мире. Не сближаться, не привязываться, не забывать, что я чужая здесь, что однажды, может быть, я найду способ вернуться, и тогда... Эти 3 года я держала дистанцию. С клиентами, с редкими знакомыми, никому не рассказывала о себе, никому не открывалась. До сих пор. Я поцеловала его. Быстро, почти зло, как вызов. Он не ответил. Я отстранилась, посмотрела на него. «Простите, я не должна была...» Он не дал мне договорить. Его рука легла мне на затылок, мягко, точно, и он поцеловал меня сам. Медленно, как человек, который, наконец, нашел то, что искал всю жизнь. Бережно, как будто он боялся, что я исчезну, что я сон. В той жизни у меня было все: карьера, квартира, кот, годовой абонемент в фитнес-клуб. И ни одного человека, который целовал бы меня так, как будто я последнее, что у него осталось. Здесь у меня нет ничего из этого, но есть он. Его руки осторожные, теплые, мои в его волосах. Мы были неуклюжи. 2 человека, которые привыкли контролировать все и вдруг потеряли контроль. Потом тишина. Мы лежали рядом в темноте и слушали дыхание друг друга. За окном ночной город, далекий стук карет, лай собаки. Жизнь города, которая шла своим чередом, не зная, что в маленькой квартире на улице Цветочников 2 человека, которые вчера были судьей и свахой, сегодня стали чем-то другим. Утром я проснулась первой.
Долго смотрела на спящего Адриана, и впервые с момента попадания в этот мир я задала себе вопрос, которого избегала 3 года. А хочу ли я вернуться? Встала, сделала кофе, налила 2 чашки, усмехнулась, посмотрев на вторую. Ты окончательно пропала, Алиса. Ты наливаешь кофе мужчины, который недавно был твоим надзирателем. Поздравляю, это самый неудачный бизнес-ход за всю твою карьеру. И самый правильный. Он проснулся от запаха кофе, взял чашку, отпил, не поморщился. Вы серьезно пьете это каждый день? 3 года, по привычке. Вы привыкаете к плохому? Я привыкаю ко всему. Это мой главный талант. Знаете, за 20 лет судебной практики я научился видеть ложь. В вас лжи нет, но есть тайна, большая, и я не спрашиваю, какая. Почему? Потому что когда-нибудь ты расскажешь сама. Он не знает. Он не знает, что я из другого мира. Он думает, что я просто странная. Он не представляет, насколько. Он не спрашивает. И это делает его самым удивительным человеком, которого я встречала в 2 мирах. «Адриан», — сказала я. «Да». «Спасибо, что не спрашиваешь». «Спасибо, что доверяешь». «Я не доверяю, я просто... просто... просто я нашла человека, которому не нужно объяснять, кто я, потому что ему важнее, что я здесь, а не откуда». «Ты здесь. Этого достаточно». За окном начинался рассвет, город просыпался. Новый день, новые опасности. Вейн все еще был на свободе. Впереди была борьба, риск, неизвестность. Но в тот момент в маленькой квартире на улице Цветочников с чашкой отвратительного кофе и рукой человека, который целовал мне ладонь, я впервые за 3 года подумала, может быть, я попала сюда не случайно. Может быть, я попала сюда к нему. А потом подумала, а может, домой это сюда? Маркус Вейн нанес ответный удар. Через подставных лиц он подбросил фальшивые улики. Поддельные банковские переводы, сфабрикованные письма. Все указывало на то, что верховный судья Адриан Вольф несколько лет получал взятки от Алисы в обмен на покровительство ее криминальному агентству. Газеты вышли с заголовками «Верховный судья на содержании у брачной авантюристки». Я читала газету в своей квартире и думала, в моем мире это называлось бы «Кампания по уничтожению репутации». А здесь просто хороший шантаж. Вейн был профессионалом. Сенат в экстренном порядке отстранил Адриана от должности. Его дом обыскали, счета заморозили, судебную стражу распустили. Я нашла его в кабинете. Разгромленном, перевернутом, книги на полу, печати сорваны, ящики стола выдвинуты. Он стоял у окна и смотрел на город, который вчера ему подчинялся. «Уходи», — сказал он. «Если тебя увидят со мной, то тоже уничтожат». «Я не из этого мира, Адриан, и не из этого времени. Здесь нет ни одного правила, которому я подчинюсь, если оно несправедливо». «Ты не понимаешь. Вейн контролирует половину Сената. У него судьи, журналисты, ростовщики, он может все». «Нет, не все. Он не может контролировать информацию. А я могу». «Что ты задумала?» «Ты остаешься в стороне. Теперь мой ход. Я задействую все свои связи, все свои знания, все, чему меня научили в другом мире. И я уничтожу Маркуса Вейна не лезвием и не кулаком, а правдой. Самым страшным оружием, которое существует в любом мире». «Правдой? В этом городе правда стоит дешевле лжи». «Только если ее правильно подать. Доверься мне». В моем мире эту проблему решили бы средства массовой информации и социальные сети. Здесь нет ни того, ни другого, но есть газеты, слухи и светские салоны. Если нет интернета, придется создать его вручную. Из сплетен, газет и разговоров. Я построила бизнес-империю с нуля. Что мне стоит организовать информационную войну? Я собрала тайный совет. Не ведьм. В этом мире ведьм не было.
я собрала самых влиятельных женщин Аркента. Жены министров, владелицы магазинов и отелей, светские львицы, актрисы. Все те, кого мужчины этого мира считали слабым полом. Они пришли в мою квартиру по одной, чтобы не привлекать внимания. 23 женщины. Самая тайная и самая могущественная ассамблея в истории Аркента. «Вы знаете, кто берет взятки», — сказала я, обводя их взглядом. «Вы знаете, кто изменяет, кто пьет, кто играет в долг. Вы знаете все. Потому что вы жены, любовницы, экономки. Вы видите то, чего не видят мужчины. Настоящее лицо за маской. Я предлагаю объединиться. Не ради мести, ради справедливости. Ради человека, который защищал закон, а теперь сам стал жертвой». «Это опасно», — сказала жена министра финансов. «Да, но молчать еще опаснее. Сегодня отстранили судью, завтра вас. От вашего мужа, от вашего дома, от вашей жизни. Система, которая уничтожает невиновных, не остановится». Они переглянулись, зашептались, спорили и согласились. В моем мире этому учили на втором курсе «Управление репутацией в условиях кризиса». Профессор Ким говорил, информация – это оружие, единственное, которое не требует лицензии. Как же он был прав. Хотя он не предполагал, что я применю это против правительства в параллельном мире. Я запустила кампанию, управляемые утечки в газете, через журналистов, которым я кормила информацию порциями, как дрессированным птичкам. Цепная реакция слухов, через светские салоны, где слова летели быстрее ветра. Публичные разоблачения через третьих лиц, чтобы никто не мог отследить источник. Каждое обвинение било точно в цель, потому что основано было на реальных данных, собранных женской сетью. Газеты выходили один за другой. Министр скрывает тайные счета в иностранном банке. Жена рассказала случайно за ужином при свидетелях. Министр юстиции покровительствует подпольным казино. Бывшая горничная казино вспомнила, что видела его там 3 раза. Город кипел. Король в ярости, сенат в панике. И все это без единого заклинания. Только информация, поданная вовремя и нужному человеку. Адриан сидел в моей квартире и читал газеты одну за другой. «Вы организовали это?» – спросил он. «Я организовала только начало. Остальное сделала правда. Она заразительна». «Кто ваши источники?» «Вы не хотите знать». «Хочу». «Хорошо. Жены министров». «Жены?» «Жены знают все. Они просто никогда не объединялись до сих пор». «Вы страшная женщина, Алиса». «Я справедливая женщина. Разница существенная». Сеть Вейна была расшатана, но он держался. Его главное оружие, архив компромата на всех министров королевства, хранился в укрепленном особняке на окраине Аркента. Пока архив цел, Вейн неуязвим. Одно слово, и десятки карьер рухнут. Я разрабатывала план штурма 3 дня. 3 дня над бумагами, схемами, психологическими профилями каждого охранника. Я знала, кто трус, кто продажен, кто предан из страха, а кто из жадности. Слабое звено нашлось быстро. Кассир казино «Золотой лев», запуганный Вейном и тайно влюбленный в одну из сотрудниц моего агентства. Через нее я передала ему предложение, план здания и смену караулов в обмен на защиту и новый паспорт. Он согласился. Любовь – отличная мотивация в любом мире. Ночью мы выдвинулись. Адриан, я и 5 верных людей. Особняк стоял на холме, окруженный каменной стеной. Я знала план каждого этажа, каждую дверь. Мы вошли через служебный ход, тот, который кассир оставил незапертым. «Второй коридор – Мина», – прошептала я, идя рядом с Адрианом. «Не ходи направо. Левая лестница, 3-я дверь». «Откуда ты знаешь про Мину?» «Кассир. Он нарисовал мне план, включая ловушки». «Ты достала план от человека, который боится Вейна больше смерти?» «Нет.
И я достала план от человека, который любит мою сотрудницу больше, чем боится Вейна. Любовь сильнее страха. Это не метафора, это методология. Адриан выбил дверь ногой, ту, что вела в подвал, где хранился архив. За дверью двое охранников. Он уложил обоих за 4 секунды, и я не знала, что он так умеет. Оказывается, он в молодости служил в военной страже. Кто бы мог подумать? Архив был в потайной комнате, за стеной, за деревянной панелью. Я нашла панель по плану, нажала рычаг. Стена отъехала, а за ней полки, набитые папками и фотографиями. Компромат на половину Сената. Но Вейн ждал нас. Он стоял у дальних полок с факелом в руке и безумием в глазах. Под его ногами разлитое масло. «Один шаг, и все сгорит. Вы ничего не получите». Я не думала. В моем мире это назвали бы нерациональным решением. Я прыгнула. Через стол, через полки, прямо на него. Мое тело помнило 10 лет тренировок. Факел был выбит из руки, Вейн на полу, но масло уже горело. Факел упал, и огонь побежал по полу. Я метнулась к полкам, вытаскивала папки из огня, одну, вторую, третью. Жар, боль. Моя правая рука, кисть обожжена, но я не остановилась, пока последняя папка не была в наших руках. Адриан сбил огонь с моего рукава, перебинтовал руку своим платком. «Ты сумасшедшая!» — сказал он. «Я бизнес-леди. Мы всегда доводим проекты до конца». «Ты могла погибнуть». «Могла, но не погибла. И архив наш». Вейн был арестован. Все оригиналы компромата в наших руках. В той жизни я обходилась без ожогов. Там я рисковала только деньгами инвесторов. А здесь рисковала собственной шкурой. И знаете что? Здесь честнее. Там все делали вид, что играют по правилам. А здесь хотя бы понятно, кто враг. Экстренное заседание Сената. Зал роскошный, сенаторы в парадных мантиях, в ложе король. И я стояла рядом с Адрианом перед дверями зала. 4 кожаные папки в моих руках. Темное платье строгое, без украшений. Я выглядела так, как должна выглядеть женщина, которая пришла вершить судьбы. Спокойно и уверенно. «Готово?» – спросил Адриан. «Я готовлюсь к совещаниям с утра. Это просто совещание, просто очень большое. Там 300 сенаторов и король. В моем мире я выступала перед советом директоров из 40 мужчин, каждый из которых стоил миллиарды. Поверь мне, разница небольшая. Люди везде одинаковы. Просто костюмы разные». Двери открылись, мы вошли. Тишина. 300 пар глаз. Адриан шел первым, я рядом, на полшага позади. Он начал говорить. Без крика, без надрыва, просто зачитывал документы. Каждый счет, каждый перевод, каждое письмо. Доказательства его невиновности. Поддельные. И он это доказывал, сравнивая результаты почерковедческой экспертизы. Доказательства его виновности поддельные, и он это доказывал, сравнивал результаты почерковедческой экспертизы. Доказательства вины министров подлинные, и это было видно по лицам обвиняемых. Зал замолкал с каждой минутой все гуще. Министры бледнели. Один из них пытался встать, но ноги не держали. 3 сенаторов сидели неподвижно, глядя в пустоту. Адриан поднял последнюю папку. В этом документе список всех жертв шантажа за последние 5 лет. 47 человек. 12 из них сенаторы этого зала. Вас шантажировали, господа. А тот, кто вас защищал, был тем, кто вас шантажировал. Я стояла и смотрела. Здесь это была обвинительная речь. Но суть была одна. Данные, поданные правильно, решают все. Король поднялся с трона. Зал замер. «Адриан Вольф оправдан», – произнес король. «Более того, за раскрытие заговора против короны он назначается хранителем закона. Высший судебный пост в королевстве». Сенаторы аплодировали стоя. Но не только Адриану. Они аплодировали нам обоим.
Впервые в истории Сената женщине-бизнесмену, не имеющей титула, выказали публичное уважение. Мы вышли из зала. Адриан шел рядом, молча, сосредоточенно, потом остановился, повернулся ко мне. «Спасибо», — сказал он. «Не за что. Это был просто проект». «Вы называете спасение жизни проектом?» «Я называю это завершенным проектом. Разница существенная». После оправдания Адриан попросил слова перед Сенатом. Сенаторы ожидали речь о реформах, о новой судебной системе, но он заговорил о другом. «Ваше Величество, уважаемые сенаторы, я благодарю вас за восстановление моей чести. Но честь – это не должность и не титул. Честь – это человек, который идет за тобой в огонь, когда весь мир против тебя. Такой человек у меня есть, и я прошу вас быть свидетелями. Мое сердце принадлежит Алисе, и я прошу ее стать моей женой». Тишина. Абсолютная. Потом шквал оваций. Сенаторы, которые еще вчера считали меня авантюристкой, сегодня аплодировали. Я стояла. Я, которая всегда контролирует каждое слово и каждый жест, впервые в жизни не могла произнести ни звука. В той жизни я несколько раз отказывала мужчинам, которые делали предложения в ресторанах, дважды в аэропорту, но чтобы в Сенате, перед королем, такого в моем мире не придумал бы ни один сценарист. Потом я улыбнулась, той самой улыбкой хищницы из другого мира, и сказала: «Я подумаю. Мне нужно оценить риски». Зал захохотал. Адриан тоже. Я подошла к нему близко и прошептала так, чтобы слышал только он. «Да, но кофе на свадьбе будет из моих запасов. Ваш местный я пить не стану». И в тот момент я поняла, я не вернусь. Я не буду искать способ вернуться домой, потому что дом – это не координаты на карте. Дом – это человек, который целует твою рану вместо того, чтобы спрашивать, как ты ее получила. Я организовала свадьбу так, как умела, как бизнес-проект. Я составила план, расписала тайминг по минутам, распределила роли, управляла подрядчиками, цветочницей, портнихой, поваром, музыкантом. Каждый гость на свадьбе был не случайный человек, а стратегически важный контакт. Каждого я ознакомила с тем, с кем ему полезно встретиться. «Зачем ты посадила графа Ренуара рядом с госпожой Клэр?» – спросил Адриан, разглядывая мой план рассадки. «Граф Ренуар ищет инвестора для своей мануфактуры, а госпожа Клэр ищет надежного поставщика тканей. Через час они будут разговаривать о деле, а через 2 подпишут предварительное соглашение, а через месяц заключат контракт». «Это свадьба, Алиса, не биржа». «Это и то, и другое. Хороший брак и хорошая сделка строятся по одним принципам. Доверие, выгода, общие цели. Я просто объединяю». На свадьбе заключились 3 деловые сделки, 2 политических союза и 1 мирный договор между 2 враждующими семьями. Местные были в восторге от моих организационных способностей. И я использовала методы организации мероприятий из своего времени. Для Адриана это выглядело как волшебство. Для меня, как второй курс бизнес-школы, тема «Организация мероприятий». После свадьбы агентство «Соцветие» получило официальный статус Высшего министерства союзов, государственного органа, контролирующего все браки аристократии. Я стала министром, первой женщиной в истории Элдора на таком посту. Я вводила реформы, основанные на принципах, которые помнила из своего мира. Обязательная проверка финансового состояния обеих сторон, психологическое тестирование, легальные контракты с четкими условиями. Аристократы были в ярости, но король поддержал, потому что реформы уже принесли казне значительные доходы и предотвратили несколько политических скандалов. Я сидела в кресле министра и думала: 3 года назад я попала в этот мир без копейки в кармане, а теперь я
самое влиятельное лицо в королевстве после короля. И все это без магии, только мозги и упрямство. В кабинет вошел Адриан, положил на стол папку. Я открыла, прочла, усмехнулась. Еще один барон, который считает, что может купить жену? И еще один барон, который скоро поймет свою ошибку, ответил Адриан. Я посмотрела на него, на его теплые глаза, на седую прядь у виска, которая появилась после истории с Вейном, и подумала. Мой бывший босс говорил: «Алиса, ты когда-нибудь остановишься?» А я отвечала: «Когда мой мир станет идеальным». Он смеялся, а я не шутила. Просто тогда я еще не знала, что идеализировать придется целый другой мир. Я взяла папку, открыла и начала читать. Работы было много, но я всегда любила вызовы. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!